Представьте себе, 9-летняя девочка из Китая, которая одним своим голосом повергла в восторг целую Америку. Знакомьтесь, это Селин Тем, та самая певица, которая, как маленький вихрь, ворвалась на сцену «Америка ищет таланты» и надолго очаровала мир. Сегодня вы узнаете невероятные подробности ее звездного пути и цели, которые она достигла уже в таком юном возрасте. Почему ее история стоит вашего внимания? Потому что она просто завораживает и доказывает, что для таланта нет преград. Готовьтесь погрузиться в мир, где молодые мечты превращаются в восхитительную реальность. Это путешествие, которое обещает удивить вас и затронуть самые тонкие струны вашей души. Селин Тем обладает магнетизмом, который сложно передать словами. Ее голос словно соткан из золота, а выступления наполнены таким обаянием, что трудно остаться равнодушным. Селин Тем Цескван родилась в Гонконге 22 ноября 2007 года. В 2024 году ей исполняется 17 лет. Она появилась на свет в семье преподавателя музыки, доктора Стива Тема, и его жены Цзы Миньшань. У Селин есть младшая сестра Дион Тем. Родители дали девочкам имена в честь культовой канадской певицы, творчество которой они очень ценят. Музыкальные способности Селин проявились уже в раннем детстве. Когда девочке было всего 3 года, ее отец заметил, что у нее выдающийся голос. Однажды, находясь в машине вместе с отцом, Селин исполнила песню «Селин Дион» «My Heart Will Go On», поразив своего родителя глубиной чувств и мастерством исполнения. Стив Тем сразу же начал обучать свою дочь различным техникам вокала, включая пение на нескольких языках и изменение интонации. Селин быстро освоила все навыки, демонстрируя понимание, которое редко встречается у детей ее возраста. После этого случая Стив начал учить Селин петь разные песни на разных языках и с разной интонацией. Девочка быстро училась и проявляла удивительное для своего возраста понимание музыки. На сцене Селин Тем впервые появилась, участвуя в конкурсе Let's Sing Kids. Позже она прошла прослушивание в 10-м сезоне британской версии шоу под названием Britain's Got Talent. Она прошла отбор, но не выступала в прямых эфирах, а видео ее прослушивания не показали по телевидению. После этого Селин засветилась в программе Little Big Shots вместе с Джеффри Ли, где они исполнили популярный хит «You Raise Me Up». В 2015 году юная певица решила испытать удачу на американском телевидении, пройдя отборочный тур на 12-й сезон шоу America's Got Talent. Ее исполнение хита Селин Дион «My Heart Will Go On» произвело сильное впечатление на судей, среди которых были Хоуи Мандель, Мел Би, Хайди Клум и Саймон Коуэлл. Несмотря на признание, голосов для попадания в финал оказалось недостаточно, и Селин покинула проект на стадии полуфинала. America's Got Talent Селин приобрела широкую известность и популярность, которая сопровождает ее до сих пор. Выход Селин Тем на сцену стал настоящим событием. Выбор одной из самых знаменитых композиций ее тезки «My Heart Will Go On» оказался безошибочным. Едва начав петь, девочка буквально заворожила публику, которая тут же поднялась на ноги, приветствуя молодую артистку, демонстрируя зрелый и глубокий вокал, несмотря на свой юный возраст. Южнокитайское издание South China Morning Post отметило, что видео прослушивания Селин стало самым просматриваемым роликом на Ютубе в Гонконге в 2017 году. По данным издания, оно привлекло в 40 раз больше внимания, чем следующий по популярности ролик. 15 самых вирусных видео за всю историю шоу America's Got Talent. После того, как Селин прошла в следующий раунд, произошло удивительное событие. В четвертьфинале Селин снова удивила всех, исполнив песню «When You Believe» дуэтом Уитни Хьюстон и Мэрайи Кэрри. Судья Хайди Клум аплодировала ей стоя. В полуфинале девочка спела «How Far I'll Go» — саундтрек к мультфильму «Моана». И хотя Хайди Клум снова аплодировала стоя, голосов для прохода в финальный раунд не хватило. Но, несмотря на это, выступление Селин запомнилось всем зрителям и судьям. О других юных участниках шоу «Америка ищет таланты» я написал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь.
После завершения участия в шоу America's Got Talent 9-летняя Селин Тем написала в Твиттере: «Неважно, как далеко я зайду, мое сердце будет биться дальше. Большое спасибо и обнимаю свою семью. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу спеть с Селин Дион, но не просто на словах». Спустя несколько дней девочка получила неожиданное послание от своего кумира – Селин Дион. Знаменитая певица обратилась к юному дарованию через Твиттер, выразив восхищение ее выступлением и пригласив девочку стать гостьей на своем концерте в Лас-Вегасе. «Поздравляю, ты отлично справилась с АГТ. Если вы с семьей когда-нибудь приедете в Лас-Вегас, я буду рад видеть вас в качестве гостей на моем шоу». Этот жест со стороны Селин Дион вызвал волну эмоций у молодой певицы, которая поделилась своими чувствами в ответном сообщении, написав, что не может поверить в такую возможность. «Я не могу поверить в то, что читаю от тебя. Моя суперзвезда Селин Дион. Пожалуйста, возьми меня на свое шоу, чтобы моя мечта сбылась». Тем также оставила вдохновляющее послание для своих поклонников, подчеркнув важность упорства и веры в собственные мечты. Каждый, у кого есть мечта, должен усердно работать над ней и, самое главное, верить в нее. Как сообщает Headline Daily, Селин отправилась в Лас-Вегас на новогодний концерт, где, возможно, могла заработать внушительную сумму денег за свое выступление. Однако информация о совместном выступлении двух Селин Тем отсутствует, что оставляет открытым вопрос о том, состоялась ли эта встреча на сцене. Даже после ухода с проекта America's Got Talent Селин Тем не утратила своей популярности. В 2017 году она стала самой просматриваемой певицей на Ютубе в Гонконге, чему способствовало ее успешное участие в шоу. Песня «My Heart Will Go On» собрала свыше 42 миллионов просмотров, что значительно увеличило ее аудиторию и закрепило ее статус восходящей звезды. В 2019 году Селин приняла участие в китайском специальном выпуске программы World's Got Talent, где ей был вручен «золотой звонок», открывший путь в 8 лучших участников. Хотя она не вошла в число 2 финалистов, этот опыт добавил уверенности и новых поклонников в ее ряды. Не останавливаясь на достигнутом, Селин продолжила активно развивать свою музыкальную карьеру и заниматься благотворительностью. В 2020 году вышел ее второй альбом «Boundless», который показал значительный творческий рост певицы и еще сильнее утвердил ее позиции в мире музыки. Селин Тем не только уверенно продвигается в музыкальной карьере, но и активно занимается благотворительной деятельностью. В 2021 году она основала фонд Селин Тем, целью которого является предоставление музыкального образования и поддержки детям из малообеспеченных семей. Благодаря своему фонду Селин организует многочисленные мероприятия по сбору средств и проводит музыкальные семинары, помогая молодым людям воплощать свои творческие мечты в жизнь. За ее вклад в развитие культуры и благотворительность Селин неоднократно получала высокие награды. В частности, в 2022 году она была признана «Артистом года» на церемонии Hong Kong Music Awards, что подчеркивает ее значительное влияние на музыкальном поприще. За прошедшие 10 лет Селин добилась значительных успехов как в творчестве, так и в благотворительности. Ее проникновенный голос, глубокие тексты и стремление делать мир лучше продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру. Помимо активной музыкальной карьеры и благотворительных инициатив, Селин Тем продолжает учиться в школе. Ее поклонники с нетерпением ждут момента, когда она станет профессиональной певицей и сможет радовать всех своим завораживающим голосом. Чтобы оставаться в курсе новостей о Селин, можно следить за ее аккаунтами в социальных сетях. На Facebook она зарегистрирована под именем Селин Там Official, в Instagram Селин Там, а в Twitter Селин Там. Также у нее есть собственный канал на YouTube Селин Там Official, где регулярно появляются обновления о ее музыкальной деятельности. Однако стоит отметить, что доступ к этим платформам запрещен в России, поэтому поклонникам придется искать альтернативные способы отслеживания новостей о Селин. Селин Тем имеет рост 152 сантиметра и вес около 30 килограммов. У нее черные глаза и волосы. Она продолжает получать образование в частной английской школе в Гонконге и проживает в одном из наиболее престижных районов города. На данный момент Селин не состоит в отношениях.
Хотя ее часто видят в компании мальчиков, которые являются ее друзьями, визажистами или ассистентами, сообщений о романтических связях нет. Согласно оценкам, на 2024 год состояние Селин Тем составляет $2 миллиона. Она считается одной из самых богатых поп-исполнительниц Китая и занимает место среди самых обеспеченных поп-звезд мира. Хотя она еще молода, ее поклонники уверены, что в скором времени она достигнет широкой известности и признания. Единственной значимой наградой, которую Селин получила, была награда в полуфинале шоу America's Got Talent, когда ей было 10 лет. Однако ее карьера только начинается, и, вероятно, впереди ее ждет еще много достижений и признаний. Несмотря на солидный счет в банке, Селин Тем вряд ли имеет автомобиль, ведь она еще мало для получения прав. Но если вы не относитесь к этой возрастной категории и попали в ДТП в Америке, то что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Несмотря на юный возраст и уже имеющуюся славу, Селин Тем недавно столкнулась с неприятным инцидентом. В сети появились ложные сообщения о ее смерти. На различных YouTube-каналах были размещены видеоролики, в которых говорилось об уходе молодой певицы из жизни. Эти видео не предоставляют достоверной информации, и большая часть того, что в них говорится, скорее всего, является неправдой. Ложные слухи распространяются только на упомянутой платформе, и ни один официальный или заслуживающий доверия источник пока не опубликовал новость, чтобы подтвердить эту информацию. Возможно, видео были созданы для увеличения просмотров и доходов за счет ложных сплетен. Тревожит в этой ситуации то, что многие поклонники юной певицы все еще верят, что эта новость может быть правдивой. Подозрения фанатов могли возникнуть из-за того, что Тем была очень активна в социальных сетях и не делилась информацией о своем местонахождении и событиях, связанных с ее певческой карьерой. Однако прошло уже немало времени с тех пор, как Селин Тем публиковала что-либо в социальных сетях. Ее канал на YouTube остается неактивным последние 6 месяцев. Последний пост в ее аккаунте в Instagram был сделан в день ее 16-летия. Хотя не исключено, что отсутствие Селин в интернете может быть связано с личными причинами, нельзя ничего утверждать наверняка, пока сама Тем или кто-то из ее близких не даст официального комментария. Отца Селин часто обвиняли в том, что он использует успех своей дочери для личной выгоды. Все эти предположения – лишь догадки, которые выдвигались в отношении Селин Тем в недавнем прошлом. Возможно, они и стали причиной ее отсутствия в публичном пространстве, но это только одна из версий. Смотрите далее, и вы узнаете, кто становился юным победителем шоу «Америка ищет таланты» в разные годы. Бьянка Тейлор Райан стала настоящей сенсацией, выиграв шоу America's Got Talent в 2006 году в возрасте всего лишь 11 лет. Она покорила сердца зрителей своим ярким исполнением песен из бродвейских мюзиклов. Родившаяся 1 сентября 1994 года в Филадельфии, Бьянка начала свою музыкальную карьеру с выпуска одноименного дебютного альбома в конце 2006 года. Затем последовало 2 рождественских альбома, а в 2007 и 2010 годах вышли 2 сингла. В 2016 году Райан перенесла 2 операции на голосовых связках и операцию на брюшной полости. В январе 2019 года Бьянка выпустила мини-альбом «The Reintroduction», который получил положительные отзывы критиков и слушателей. В ноябре 2020 года она порадовала своих поклонников 2-м рождественским мини-диском, дополнив его серией праздничных видео. Грейс Эйвери Вандервал родилась 15 января 2004 года и уже в возрасте 12 лет завоевала 1-е место в 11-м сезоне популярного шоу America's Got Talent в 2016 году, представив свои оригинальные композиции. Начало ее музыкальной карьеры было положено благодаря публикациям видео с собственными песнями и кавер-версиями на YouTube, а также выступлениям на открытых микрофонных вечерах
недалеко от ее родного дома в Сафферне, штат Нью-Йорк. Ван дер Вал была отмечена множеством наград, включая 2 премии Radio Disney Music Awards, включая награду «Лучший новый артист», премию Teen Choice Award, премию Billboard Women in Music Rising Star в 2017 году и премию MTV Europe Music Award за лучший дебют в 2018 году. Грейс также является самым молодым человеком, когда-либо включенным в список Forbes до 30 лет в музыкальной сфере. Дарси Линн Фармер, родившаяся 12 октября 2004 года, прославилась в 2017 году, став победителем 12-го сезона шоу America's Got Talent в возрасте 13 лет. Ее выступления с куклами, главным персонажем которых была крольчиха Петуния, завоевали сердца миллионов зрителей. После победы Дарси Линн неоднократно появлялась на телевидении и проводила туры с участием своих кукол. В 2024 году Дарси подтвердила свое участие в шоу America's Got Talent Fantasy League, однако она не смогла войти в тройку финалистов полуфинала и выбыла из соревнования. Порой самые большие сюрпризы преподносят те, от кого этого совсем не ожидаешь. Это в полной мере относится к юной певице из Гонконга Селин Тем, которая поразила всех во время прослушивания на 12-м сезоне шоу America's Got Talent в 2017 году. А на сегодня это все. До новых встреч!